Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой красивый изысканный джемпер, который выглядит очень благородно. Джемпер слегка удлиненной модели. Смотрите, вертикальный узор зрительно стройнит фигуру, как видите, да? Композиционно у нас ажурный узор в центре и по бокам симметрично идет обычная лицевая гладь. Также и у рукавчика, да? Рукав 3/4, классический вариант джемпера с окатом рукавчик, да? В общем-то, несложная модель и довольно благородно и изысканно смотрится. Тем более ее благородство еще к тому же такой цвет нейтральный подчеркивает, бежево-песочный, приятный такой цвет. Считаю, что данная модель подойдет на любой возраст и, в принципе, на любую фигуру. Предлагаю вам очень роскошную пряжу, о которой мы поговорим чуть позже. Как всегда, в моем мастер-классе будет составлено описание на 8 размеров с 42 по 56. Мы будем вместе его составлять. В принципе, вы увидите. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Все моменты основные, откуда что берется, как рассчитать количество петель, как расположить узоры на тот или иной размер. То есть все мои вот эти рекомендации. Описание будет под видео, как всегда, выложено на все эти размеры. Смотрите, девочки, там внимательно. Вот. Ну а у нас сейчас выбор пряжи и спиц. Давайте смотреть. Всем, кому интересна модель, оставайтесь со мной на канале и смотрим внимательно мастер-класс. В мастер-классе мы будем не только расчеты делать, но и посмотрим схему, рассмотрим выкройку. В общем, все для того, теоретически будем разговаривать, чтобы вы смогли без проблем связать данную модельку. И к тому же, девочки, у нас будет с вами вязаться образец данной модели. Вот такая эффектная, красивая модель джемпера, думаю, украсит гардероб любой дамы. Так, девочки, для вязания, значит, этого джемпера я воспользуюсь пряжей Alize Merino Royal Fine. Турецкая пряжа, цвет у нас получается 97-й. Давайте посмотрим. Изготовлено в Турции. Так. И у нас метраж 50 грамм, 175 метров. И это 100% шерсть. Мериносовая шерсть. Очень мягкое, эластичное получилось полотно. Реально. Спицы я использовала 3,5. Вот так смотрится у нас моточек ниточек наших 50-граммовый. Очень красивый цвет, такой песочный, нежный такой, интересный цвет. Так, и вот так смотрится у нас образец. Господи, сосед сегодня целый день сверлит. Образец у нас смотрится. Здесь 2 раппорта у меня связаны в ширину и 3 раппорта в высоту. Вот такие вот интересные веточки идут вертикальные. Так, ну и в общем-то давайте пойдем смотреть дальше. Смотрим схему узора. Итак, схема узора, вот она у нас в левом углу. Здесь в верхнем, смотрите, 16 петель раппорт плюс 1 петля для симметрии, да? Пустая клеточка — это лицевая, горизонтальная черточка изнаночная, вот такие треугольнички — это 2 вместе лицевой с наклоном вправо, с наклоном влево. В высоту будет 12 рядов у нас раппорт. Более детально смотрите во второй части видео, где мы с вами вяжем образец. В принципе, там я все подробно рассказываю. Кружочек — это накид.
накид. Так, теперь про выкройку. Значит, выкройка у нас, сейчас я уменьшу масштаб. Вот такая выкроечка у нас идет. Составляем описание с 42 по 56 размер. Вот. И более детально также я вам рассказываю. Вот эта приталенность по желанию, в моем описании ее нет. Да? То есть если вы захотите немножечко приталить, здесь просто убавьте, прибавьте петельки затем. Ничего сложного нет. Вот. Размерчики более детально, как я уже сказала, поговорим об этом чуть позже. А сейчас я хочу вам показать мое описание, которое я всегда составляю. Вот у нас идет это описание, выложено под видео 42-44, 46-48, 50-52, 54-56. Мы составляем описание на эти размеры сегодня. Все вот это вот, откуда берутся вот это количество петель, как я располагаю узоры, схематично рисую вам, девочки, во второй части видео. Оно довольно всегда бывает объемное, потому что я там много говорю, много показываю, много рисую, много говорю. Очень подробно вам рассказываю, откуда что берется. Вот, конечно, зачитывать я этого ничего не стану. Вы и так все это сможете прочитать. Вот, про сборку, обычная сборка, как я собираю изделия, какие швы применяю, я буду вам показывать ссылочку под видео, там же у меня, где будет описание выложено. Думаю, вы там все это дело визуально посмотрите. Описание рассчитано на мастериц, имеющих уже определенный опыт вязания, то есть начинающим модель будет сложновато. Вот. Но, в принципе, я люблю смелых людей, да, как бы могу сказать, что если вы уже умеете вязать, например, шапки, там, варежки, какие-то там перчаточки, да, то я думаю, что и этот джемпер, ну, еще ни разу не вязали плечевое изделие, этот джемпер вам по плечу, поверьте, вы его свяжете. Итак, мои хорошие, начинаем, приступаем к вязанию образца. Так, для вязания образца я набрала 35 петель. Я связала 2 раппорта в ширину, ну и 2 раппорта у меня сейчас в высоту связаны здесь. И сейчас мы, девочки, с вами свяжем целый раппорт вместе. 12 рядов у нас с вами получается высота раппорта, 16 петель ширина раппорта, 1 петля для симметрии и 2 кромочные. В сумме 2 раппорта по 16 петель, плюс 2 кромочные, плюс 1, 35. Начинаем вязать раппорт. Первый идет изнаночная петля, затем идут 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Раппорт связан. Вяжем второй раппорт. Также изнаночная, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Второй раппорт я связала точно так же, как и первый. Заканчиваем мы с вами раппорт 4 лицевыми. И для симметрии я делала 1 изнаночную в конце ряда. Ну и кромочная тоже вяжется изнаночная. Затем все четные ряды у нас являются, получается, как смотрят петли, мы вяжем их. Накиды провязываем изнаночными. Я уже связала изнаночный ряд. И сейчас я покажу вам, как вязать 3-й ряд нашего раппорта. Кромочную снимаем, вяжем изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вяжите это тем способом, к которому привыкли. Я вяжу бабушкины петли, поэтому у меня
петельки, видели, я меняю их местами, да. Если вы классикой вяжете, то просто вам еще проще, да. Затем 2 лицевые, накид, по центру изнаночная, накид, снова 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, раппорт связан. Второй раппорт, ну давайте покажу. Также вяжется изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, по центру изнаночная, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3. И вот я говорила, для симметрии, это мы связали с вами 2 раппорта подряд, и для симметрии 1 изнаночная в конце ряда провязывается, кромочная тоже изнаночная. Все. 4-й ряд вяжем как смотрят петли. 5-й ряд. Изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, раппорт связан. Второй раппорт также вяжем изнаночная, 2 лицевые, не буду показывать, девочки. Повторяем, в конце ряда вяжем, не забываем, для симметрии изнаночную петлю. 7-й ряд у нас с вами. Первая идет изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, по центру изнаночная, лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Связали раппорт. Второй раппорт также вяжем изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Продолжаем. 9-й ряд вяжем. Так, у нас с вами начинается опять с изнаночный раппорт. Затем сразу тут 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 лицевые, 1, 2 и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Раппорт связан. Второй раппорт вяжем также. 11 ряд остался у нас. Потом еще 12, как смотрят петли. Здесь мы тоже будем сейчас вязать. Смотрите, изнаночная. И далее вяжется 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Изнаночная. Опять 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, связали раппорт узора. Далее идет второй раппорт, такой же. Изнаночная, 7 лицевых. И продолжаем. Итак, у нас с вами раппорт связан. Еще 12 ряд мы вяжем, как смотрят петли. И далее сейчас сделаем влажную тепловую обработку данного образца и будем измерять плотность. Она нам понадобится для дальнейших расчетов. Итак, делаем влажную тепловую обработку с помощью горячего пара. Вот таким образом я обдаю паром наш образец.
И сейчас он стал влажный, очень податливый. Тянем его в разные стороны. Энергично. В ширину, высоту. Так, растянули. Так, сейчас давайте обратим внимание на края. Давайте тоже их отпарим. Кромочные у нас тоже будут принимать участие в расчете плотности. Поэтому образец должен быть очень хорошо распрямлен. Все, дальше он не распрямляется. Оставляем его в таком естественном состоянии сохнуть. Так, девочки, измеряем плотность. Для этого мы сейчас померяем по горизонтали плотность. Измеряем ширину. Так, выравниваем, выпрямляем. Тут у нас вот есть небольшой такой вместе с кромочными. Распрямляем. Так, 17 сантиметров получается ширина образца. Набирали 35 петель. 35 поделить на 17,5 сантиметров. Нет, не так. 35 поделить на 17 сантиметров получается циферка 2. Запишем. В 1 сантиметре у нас плотность получилась 2 петли. Следующий момент. Вертикальная плотность. Теперь измеряем наш образец. Высоту. Получается вот 13 сантиметров. И у нас с вами 3 раппорта. 3 раппорта. У меня, во всяком случае, связано 1, 2, 3 раппорта по 12 рядов. 36 рядов. 36 мы делим на 13 сантиметров, и мы получаем циферку вот такую. 2,8. Я округлила. Можно писать 2,75 для большей точности. Я пишу, что в 1 сантиметре 2,75 ряда. Эти сейчас две цифры нам будут очень нужны в дальнейших расчетах. Смотрим выкройку. Итак, девочки, смотрите. Вот такая у нас будет с вами выкроечка. Составлять описание будем с вами на много размеров. От 42 получается до 54, нет, 56 размера. Вот так. И давайте начнем сразу с наборного ряда, то есть сколько петелька набираем на тот или иной размер, как распределяем узоры по спинке и по переду. Спинка и перед, как вы видите, связаны вот одинаково, лишь вырезом горловины отличаются. Наш перед значительно глубже вырез, чем у спинки, да? Вот. Вот насчет вот этой приталенности хочу сказать. В моем описании я не буду учитывать эту приталенность. Если вы захотите для себя сделать ее, пожалуйста, просто здесь несколько петелек убавите, а потом столько же поднимите по краю, и все, будет у вас приталенность. И мы, в общем-то, смотрим. Давайте. Вот у меня чистый листик. Я всегда так делаю. Значит, первый размерчик у нас с вами 42-44. И я буду писать, что ширина спинки 46 сантиметров. Ну, спинки и переда, да? 46 сантиметров. Плотность нашего вязания, вы помните, в 1 сантиметре 2 петли. Я умножаю на 2 и получаю 92 петли. Надо набрать. Но у нас с вами будет участвовать узор. И сразу рисую. Смотрите, как располагаем узор. Вы видели, что на модели 3 раппорта подряд у нас идут по центру, да? Каждый раппорт 16 петель, плюс, помните, 1 петлю мы добавляли для симметрии крайне левую, то есть в сумме это все составляет центр нашего вязаного полотна будет в ажурном узоре, и ажурный узор составляет 49 петель. Все, что осталось, идет лицевая гладь справа и слева одинаково равномерно. Естественно, у нас идут кромочные справа, кромочные слева. И смотрим.
Я сразу вам скажу, здесь 91 петлю будем набирать, поскольку здесь у нас узор идет нечетное число, да? То есть из 91 отнять 49 узор, получаем 42 петли, отнять 2 кромочные, получаем 40. То есть на каждую половинку у нас по 20 лицевых петель. Вот так. Теперь пойдет легче. Схему мы с вами расположение узора нарисовали. И сейчас наша задача с вами другие размеры рассмотреть, сколько там петелек набирать. Да? И смотрим. Значит, на 46-48 размер я беру 50 сантиметров ширину спинки. И это мы устно считаем 100 петель получается. Да? Но добавляя еще одну петлю, вы поняли почему, должно быть нечетное число, да? То есть 101 петля. Расположение узоров точно такое же, единственное только вместо 20 лицевых справа и слева у нас получается 25 петелек. 25 лицевых справа, 25 слева, соответственно кромочная, и по центру такое же расположение ажурных узоров. Так, с этим понятно. Далее пойдем размерчик 50-52. У нас ширина спинки 56 сантиметров. И это умножаем также на плотность 2, 56. Получаем 111 петель, сразу говорю. И также располагаем узоры. Единственное, только здесь у нас будет уже по 30 лицевых. 30 лицевых справа, 30 лицевых слева. Все это описание вы, в принципе, увидите под видео, выложено будет. Поэтому я думаю, что у вас не составит труда в этом разобраться. Я просто думаю, что схематично это часто бывает легче понять, да, чем, может быть, кто-то по тексту не поймет, да. Следующий размер 54-56 у нас, ширина спинки 61 сантиметр, и мы с вами берем 121 петлю. Все, расположение узоров такое же, тут будет по 35 лицевых справа, 35 лицевых слева. Все. Далее. С этим мы определились. По спинке и по переду все одинаково вяжется. Расположение узоров вы увидели. Давайте смотрим дальше выкройку. Вот мы вяжем, доходим до проймы. Глубина проймы обычно бывает 5-6 сантиметров. 5-6 сантиметров, да? И в зависимости от размера в петельном эквиваленте 5 умножаем на плотность 2, получаем 10 петель, да? То есть я буду считать, что у нас, значит, на первые два размера по 10 петель пройма, на второй размер я беру 12 петель пройма, а на третий 13 петель пройма. Не на третий, то есть на четвертый. На первые два размера, еще раз повторю, 10 петель пройма будет закрываться. Третий размер получается 12 петель, и четвертый размер 13 петель. Это все будет отражено под видео в описании. Так, дальше. Наш джемпер удлиненный, можно его назвать даже туникой, да? Вот, и вот эта вот ширина 44 сантиметра, да? Я думаю, что это такая условная величина, которая, в принципе, должна быть у вас, у всех, девочки, индивидуальная, поскольку рост у нас у всех разный. Вот. И длина изделия, соответственно, здесь тоже будет, в общем-то, так скажем, условная называться. Удлиненный джемпер или туника я беру 62 сантиметра, первый размер, 63, второй, 64, третий и 65 сантиметров в высоту от начала до плеча. Это уже четвертый размер, большой, тот, который 54-56. Вот такая вот у меня идет по высоте мерочка. Каждый вертикальный размерчик на нашей выкройке сразу же переводим в ряды с помощью вертикальной плотности. Мы ее измерили, она у нас в 1 сантиметре 2,75 ряда. Да? Вот смотрите, 44 сантиметра у меня стоит до проймы. Я умножаю на 2,75. Это плотность по вертикали. Получаю 121. Всегда берется четное число, то есть
я пишу, что это 122 ряда, девочки. Вот мы вяжем на все размеры 122 ряда в высоту. И затем начинаем закрывать петли проймы. Все это есть в описании. Вот. Глубину проймы вам тоже обозначила попетельно. Вяжем, вяжем, вяжем. И на определенной высоте у нас начинается вырез горловины спинки формироваться. Теперь давайте по ширине спинки. Значит, первый размер у меня идет 9. И дальше я распределяла следующим образом. То есть показываю, из чего состоят петли горловины, как я их считаю ширину. 9 это половинчатый размер, то есть это 18 сантиметров на маленький размер. Я умножаю на плотность 2, у меня получается 36 петель. Но поскольку у нас с вами в наборе идет участвует нечетное количество всегда, значит здесь тоже в горловине должно быть нечетное число 37 я пишу. То есть у меня идет 37. Затем на второй размерчик, девочки, я сделала величину 39. Затем 41 и 43 петли. Это я про ширину горловины на наши размеры. Для плеча все, что осталось, да, получается, вычитаем наше общее количество петель. То есть у нас там идет 91, 101, 111 и на третий размер 121 петля. Да? На примере первый размер показываю, как посчитала я петли плеч. 91 я отняла пройму. У нас там она была по 10 петель, помните, да? Считаем. 91 общее количество петель, отнять 2 проймы по 10, отнять 20, то есть еще раз 91 отнять 20 и отнять вырез горловины 37 петель, получаем 34 петли. Это петли плеч, все, что на них осталось. Мы делим на 2. Петли плеч посчитали. 17 петель у меня на первый размер получилось. На другие размеры мы считаем аналогично. Понятно, да? И давайте перейдем сразу к рукавчику. У рукава по низу, не буду вам рассказывать, вы уже поняли, ширину рукава умножаем на плотность, получаем количество петель. У меня получилось на первый размер 51 петля, второй размер 53 петли, 57 на третий и 59 на четвертый. Здесь у нас, смотрите, тут тоже половинчатый размер, то есть это 34 сантиметра. Умножаем на плотность 2, получаю 68. Но 69 беру, потому что должно быть нечетное число. Как располагаем узоры у рукава? Вы видели, по центру идет один раппорт ажурного узора, с двух сторон лицевая гладь. Вот так это будет схематично выглядеть. То есть 17 петель, то есть 16 плюс 1 для симметрии петля. И все, что с двух сторон, это лицевая гладь. В первом случае на первый размер у нас идет 16 лицевых. Итак, у нас узорчик для рукава будет вот таким образом располагаться. Значит, 17 петель по центру, 16 по 16 лицевых справа-слева и 2 кромочные справа-слева. Это для первого размера. И для других размеров он, соответственно, будет расширяться. То есть для второго размера уже по 17 лицевых справа-слева, для третьего размера по 18 лицевых, и для четвертого размера, сами посчитайте, девочки, да, 59 петельчик у нас идут, отнимаем 17 петель, отнимаем 2 кромочные, 40, то есть 20 петель лицевых справа и слева. Все это в описании есть, так что не переживайте. Сейчас хотела бы заострить внимание на скосе рукавчика. Всегда вызывает вопрос, сколько делать скос, как его вообще делать. Смотрите, 33 сантиметра у нас идут, это рукав 3/4, да, то есть он укороченный до оката. От низа рукава до оката 33 сантиметра я взяла. Эта мерочка должна быть индивидуальная, я показываю для примера. Это стандартный рост, где-то 1,66 м. Значит, 33 умножить на 2,75 плотность по вертикали переводим, то есть в ряды. Получается 90 рядов. 33 сантиметра равно 90 рядов. Да? То есть высота скоса 90 рядов.
Теперь смотрим, сколько петелек по каждому скосу будем прибавлять. У нас 2 скоса справа и слева. Прибавки делаем равномерно и одновременно симметрично. Да? Смотрите, значит, первый размер я вам сказала 69 петель. Второй я уже тоже посчитала, это 73 петли, 77 и 81 петля. На примере первого размера рассказываю, как я считала скос. Значит, в самой широкой части рукава у нас 69 петель и 51 в начале рукава. Значит, 69 отнимаем 51. Получаем 18 петель всего прибавить. У нас 2 скоса, делим на 2, получается в каждом скосе 9 петель прибавляем. Я пишу 9 петель, да? У нас 90 рядов, высота скоса. Здесь легко посчитать. 90 делим на 9, то есть в каждом 10-м ряду делаем прибавку, девочки. Понимаете? 90 делим на 9. В каждом 10-м ряду делаем прибавки. На примере показала вам, как это сделать. Расчет скоса. Окат рукавчика я никогда не делаю описание. Я даю вам ссылочку на расчет теоретический. Под видео будет в описании дана такая ссылочка. И плюс рекомендую для девочек, которые только недавно начали вязать, делать натуральную величину. Вот этот окат рисовать на выкройке и прикладывать, вязать и прикладывать, вязать и прикладывать. Так вы быстрее научитесь и поймете технологии вот этого вывязывания оката, да, то есть как-то там идет, ну, там в принципе все очень похоже для всех изделий. Это классическая выкройка, очень похоже вяжется окат. Пару вещей сделаете по выкройке, а потом уже будете сами ориентироваться прекрасно в пространстве. В общем, вот все, что я хотела вам, девочки, рассказать по поводу. Более детально читайте в описании под видео. Там нажимаете на треугольничек перевернутый, открывается вкладочка, и там очень много всякой информации текстовой, в том числе и инструкции по вязанию. Вот на эти, значит, 4 получается размера. По сути, там 8 размеров, да, у нас умещается. Надеюсь, мастер-класс был понятен, описание понятно. Желаю вам, девочки, удачи и до новых встреч!